Всем привет! Видео снова у нас индивидуальное. У нас такой поток, очередь такая индивидуальных видео. И чаще всего они повторяющиеся. Это нанесение тоже было на нашем канале. Но клиент просит показать именно ее цвет. Наносить мы будем декоративную штукатурку «Старый замок». Штукатурка такая достаточно недорогая. Просила рассказать об этой штукатурке. Пастообразная декоративная штукатурка, совсем не зернистая, не наносится толстыми слоями. Она именно такой тоненький слой, ну скажем там миллиметровый, да, и будем создавать фактуру с помощью валика. Это у нас кухня. Что хочу сказать. 20-килограммовая тара. И мы будем стараться с вами, чтобы вам ее хватило. Наталья, город Саратов. То есть мы наносим стены все по очереди, кроме той, которая за гарнитуром. За гарнитуром будем делать в последнюю очередь. Если штукатурки не хватает, значит под нижними шкафами не наносим. Вот так вот. Еще по стенам. В кухне стены, если вот я не ошибаюсь, потому что в переписке этого нет, это только было все в разговоре, стены покрашены, там масляная краска. И не хочется ее снимать полностью, потому что это очень трудоемкий процесс. Масляную краску снять трудно. Действительно трудно, но хотя есть специальные средства, они достаточно дорогие, то есть намазать, и краска начинает пузыриться. Но это дорого достаточно и трудоемко. Для того, чтобы минимизировать свои трудозатраты, можно взять крупную шкурку, масляную краску зашкурить, создать ей шероховатость. Дальше это загрунтовать. Грунтовка глубокого проникновения. Дать грунтовке высохнуть. Мела, кстати, нет. Бывает так, что, допустим, масляная краска и вверху мел. Мела нет. И это очень хорошо. Хуже, когда мел есть, честное слово. Его смывать там надо тоже подчистую. До мельчайших частиц смывается мел. Так, что мы с вами сделали? Мы с вами масляную краску зашкурили, загрунтовали. Грунтовка высохла, ну, часа 2-4, грунтовка быстро сохнет. И у вас есть кварцгрунт. Вы с помощью этого кварцгрунта, покрывая стену, создаете ей однотонный фон и придаете дополнительно шероховатость. Краска же масляная, она, как правило, там еще синяя такая, да, или зеленая, яркая. И чтобы нам не накладывать декоративную штукатурку толстыми слоями, пряча вот этот вот яркий цвет, мы используем кварцгрунт. Кварцгрунт колерованный в цвет декоративной штукатурки. Старый замок, штукатурка эконом-варианта, пастообразная. Для простых фактур она вполне подходит, для простых. А если где-то более сложная, более интересная, то она уже, конечно, не подходит. В данном случае эффект пленки. Наносим штукатурку тонким слоем. Мы ее заколеровали в тот же цвет. У вас был примерно такой же цвет. Еще уточнишь, что типа мы сначала нанесем, а потом типа вот для клиентки, а для зрителей типа потом покажем, как еще можно видоизменить. Вот мы сейчас нанесем эту штукатурку, да, с помощью, ну, эффект пленки у нас будет. Извините, эффект валика, крученый валик. То есть мы будем наносить валиком. И так как у нас это видео было уже на канале подобное, вы не переключайтесь, кто смотрел это видео. Дальше по этой фактуре мы тоже будем что-то интересное наносить, чтобы не было такого однообразия на нашем канале. Мы своих зрителей любим, ценим, уважаем, поэтому стараемся, чтобы не повторялось много. Наносим слой, вот смотрите, не толстый, вот такой, не толстый слой. Наносим участок на стене. Вот мы нанесли участок. У вас будет примерно так же, у вас тоже кварцгрунт колерованный. И вы тоже будете плохо видеть отличия. Но получше, чем я, конечно. Теперь, смотрите, не толсто, как будто бы шпаклевка. Может, чуть-чуть толще, чем шпаклевка. Нанесли. Дальше нам нужен валик. Мы будем использовать вот такой валик, крученый. И валик мы смочим водой. Когда смоченный валик, на него меньше залипает декоративная штукатурка. И смоченным валиком просто отпечатываем фактуру на стене. Вот так. Вот. Вот. Можно в обе стороны. Вот так. Теперь нужно соединить два участка между собой. На стене
вы наносите больше гораздо, чем я сейчас. Я это делаю для вас, чтобы показать, как соединяется. А у вас примерно будет участок нанесения, ну, около метра квадратного. Вот так вот соединяем. Прямо пока сырое. Эффект мокрого края, напоминаю, повторяюсь часто, но это важно. Это важно, поэтому лучше повторять. Углы сразу же внимательно не оставляем лысин. Соединили. Берем снова валик и соединяем здесь. Вот, чтобы не было шва. Вот так. Теперь мы уходим вниз в шахматном порядке. Вот таким вот образом. Если вы будете наносить правильные слои, не слишком толстые, то вам хватит этой штукатурки. А если вы видите, что вам не хватает, значит не наносим за кухонным гарнитуром. Не наносим и все. Берем валик и соединяем. Вот так. Единое полотно должно быть. Вот. Следующий участок. И вот так вот мы наносим. Не надо делать вот так. Стена и фактура. Наносим и фактура. Вот такими полосами делать не нужно. Именно участками в шахматном порядке. Вот так. Не давая высохнуть. Соединяем участки между собой, пока они сырые. Нанесли. Берем валик и отпечатываем фактуру. Если вы хотите что-то в процессе поправить, например, не промешана штукатурка, да, видите пятно у меня? Не промешано, я вручную мешала, мы можем здесь добавить вот так. Вот так. И снова отпечатать фактуру. Нанесли на всю стену, оставляем сохнуть сутки. Сохнет штукатурка сутки. Все. Далее продолжим. Полностью высохла штукатурка. Прошло уже много времени, честно говоря. Мы продолжаем ее съемку. Образец клиенту предварительно вот этого нанесения был отправлен по ссылке. Загружен и отправлен без монтажа. А сейчас мы заканчиваем и будем что-то видоизменять, так как, я уже повторяюсь, подобное нанесение на нашем канале было. Давайте просто лаком сейчас покроем для начала. Берем валик и просто раскатываем лак для защиты. Это мы знаете, что сейчас хотим показать? У вас было нанесено с помощью валика. Вы покрыли лаком, пожили несколько лет и потом хотите видоизменить. Так вот мы сейчас покроем, а потом будем с вами видоизменять немного. Валик наносится, валиком лак наносится и раскатывается по стене. Лак может быть матовый или глянцевый. Тут уж как вам нравится, можете выбирать. Сейчас у нас матовый. Мы покрыли и оставляем сохнуть. Оставляем сохнуть и продолжим. Прошло 10 лет. Мы возьмем пакетик вот такой. Будем использовать шелк золотистого цвета. Он очень подходит к нам, к этому цвету. Вот он прям такой в базе золотистый, густой такой шелк. Это премиальный вариант. Ну, скажем так, он не дешевый, но в данном случае вообще не важно, дешевый он или нет, потому что его надо очень мало, очень мало. Мы возьмем, значит, этот шелк шпателем. Ну, давайте на стол положим. И шпателем в пакетик. Так, смотрите. Мы возьмем чуть-чуть его совсем, чуть-чуть. Положим в пакетик вот сюда. У нас же маленький образец, нам вообще его много не надо. Я, честно говоря, это делаю первый раз, так, с пакетиком. Ну и вместе с вами заодно. И делаем маленькую-маленькую дырочку, вот так, малюсенькую. Если надо, мы эту дырочку увеличим потом. Но сейчас нам не нужно большую, нам нужно маленькую. Теперь вот этим шелком, смотрите, видно, как он переливается, какой он красивый, золотистый. И вот такие вот можно полосочки. Можно даже рваными. Ну, то есть нажимайте и вот. И он такой густой, что не стекает.
Через расстояние можно наносить, а можно ближе, а можно вот так вот соединять где-то, вот так вот соединять. Можно начало брать здесь и идти. Чем сильнее вы давите, тем жирнее линия. Чем больше дырков в пакете, тем шире линия. Не старайтесь делать очень крупные все-таки. Так, если не хватит, мы добавим. Сейчас нам, я думаю, что хватит. Ты же мне сегодня спорить, что ли? Какой я зал назвала? Даже нам хватает сейчас. А может и добавим, сейчас посмотрим. Мне кажется, что нам хватит. И вот этот вот шелк, он так и будет блестеть. Золотистым, под разным углом, причем такой он, знаете, как хамелеон. Под разным углом будет по-разному блестеть, очень красивый шелк. Мы, кстати, в одном из следующих видео снимем его непосредственно нанесение. Все. Ждем высыхания и увидим готовый результат. Больше ничего делать не будем. Штукатурка видоизменилась. Видоизменилась. Она теперь похожа на ту, которая была до этого? Нет, не похожа. Где-то виден валик, вот там. Нет, мы уже теперь не видим, что там валик. И даже если бы вы не видели сам процесс нанесения валиком, вы бы и не поняли, что там валик. Да? Ну, то есть мы видоизменили штукатурку декоративную с очень минимальными затратами. Декоративные штукатурки. Все, что мы показываем на нашем канале, вы можете приобрести у нас, перейдя по ссылкам в описании. Не забывайте поставить лайк и подписываться на наш канал.